Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня будет ролик посвящен теме выращивания винограда. Поступил такой интересный вопрос. Мне недавно спросили меня, что можно посадить под кустом винограда, какие растения, чтобы это было красиво и не помешало развитию винограда. То есть какие растения совместимы с виноградом. Интересный вопрос, и я на него вам дам такой простой ответ. Сейчас вы его увидите, что у меня растет под виноградом. Я знаю, что выращивая виноград, некоторые виноградари укрывают вокруг него землю укрывным черным мульчирующим материалом. Я тоже так делал какой-то период времени, и это давало свои результаты. Виноград раньше стартовал, но потом я понял, что в принципе в моем климате, нахожусь я в Московской области, можно этого и не делать, обойтись. То есть я в прошлом году и в этом году выращиваю виноград, скажем так, засеяв площадь под кустами винограда, вот эту поверхность земли, я ее засеял газонной травой. Она у меня в этом году выходит не так активно, и есть у меня сорняки в виде сныти. Вот, видите, это сныть. Я ее планировал сначала прополоть, но думаю, что я просто ее буду выкашивать, и постепенно газонная трава вытеснит вот этот вот сорняк, сныть. Но вообще сныть, если кто-то не знает, является лекарственным, очень полезным растением. Из него можно делать различные настойки, и также его можно употреблять в пищу. И является это достаточно полезным, даже целебным растением. Добавляют его в салаты и в другие блюда. Но сейчас я вам покажу, что у меня растет под виноградом. Также многие еще, я знаю, что особенно в южных регионах сажают между рядами винограда сажают клубнику либо землянику, такие растения. У меня вот что растет. Это, как вы поняли, уже тюльпаны. Это красиво. Вот так это все выглядит. Сейчас конец мая. Получается, что у меня растут тюльпаны. Посадил я их в прошлом году. Как я их сажал, у меня есть отдельное видео. И сейчас вы его увидите. Сделать это очень просто. Копаются, даже нет, не копаются ямки, а прокалываются с помощью черенка лопаты заостренного, либо можно делать ямки с помощью лома глубиной примерно 10-15 сантиметров, и туда опускается луковица тюльпанов. И вот такие тюльпанчики я в прошлом году посадил. Сажать можно, кстати, разные сорта. Вот смотрите, у меня тут поздние тюльпаны растут, они только на стадии формирования бутонов, а вот ранние сорта уже вовсю цветут, даже отцветают. Это красиво, и это не мешает и не конкурирует с виноградом. Потому что буквально через, скажем так, примерно 2-3 недели можно это все скосить триммером, и луковица не пострадает. Конечно, можно их подольше подержать, скажем так, до середины июня примерно, пока не засохнет побег у тюльпана, и в этом случае луковица наберет максимум силы, луковицу тюльпанов. Но можно и скосить и пораньше, и в этом случае луковица тюльпанов тоже не пропадет. То есть здесь будет летом газонная трава, и следа от тюльпанов уже не останется, и они только на следующий год снова в мае зацветут. Вот так можно использовать землю под виноградом. Это красиво, это практично, и самое главное, нет конкуренции
между этими растениями. Поскольку тюльпан является луковичным растением, у него корневая система не такая мощная, как у винограда. И к моменту, когда виноград начинает активно расти, цвести, формировать грозди, тюльпаны уже не вегетируют и переходят в состояние спячки и подготовки к осеннему сезону. Надеюсь, данное видео вам было интересно, понравилось. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, делитесь вашим опытом.